Фильм этот не является историческим, а тем более теологическим исследованием. Он представляет собой, скорее всего, искусствоведческий обзор и обобщение средневековой живописи и графики, натолкнувшие автора на неожиданные исторические выводы в рамках новой хронологии, успешно развивающейся сегодня благодаря усилиям двух выдающихся российских ученых – Анатолия Тимофеевича Фоменко и Глеба Владимировича Носовского. В фильме использованы материалы из их совместных фундаментальных научных трудов. О том, что Иисус Христос родился в XII веке условной нашей эры, а не в первом, как утверждают историки, мы уже с вами знаем из предыдущего фильма «Несуществующее тысячелетие». Возможно, они заблуждаются также и в определении географического места деятельности Сына Божьего, если так легко принимают на веру его ошибочную дату рождения. Вот выдержка из Евангелия от Матфея, глава 2. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы увидели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Все вроде бы верно. Иисус Христос, по свидетельству евангелистов, действительно родился в Вифлееме. Об этом сегодня известно каждому, за исключением одного. Является ли Вифлеем, находящийся в Палестине на Ближнем Востоке, тем самым библейским Вифлеемом? Даже самый беглый взгляд по живописным полотнам средневековых художников на тему Рождества Христова показывает несоответствие пейзажа евангельского Вифлеема с тем палестинским городком, который арабы спокон веков называли Бейт-Лехем. Конечно, нам могут возразить, мол, средневековые художники не придерживались географической достоверности в передаче места библейских событий. Каждый живописец изображал на своих полотнах тот пейзаж, в окружении которого он жил. Возможно, так оно и было в передаче каких-то архитектурных деталей, костюма, реквизита. Однако, что касается пейзажа, то у всех старинных художников, независимо от места их проживания, Вифлеем изображен на фоне залива или моря, окруженного высокими скалистыми горами, поросшими буйной дикой растительностью. Выходит, что все они были прекрасно осведомлены о месте рождения Христа, и Вифлеем изображали именно так, как он и выглядел в те далекие библейские времена. А палестинское местечко Бейт-Лехем, которое впоследствии лукаво было переименовано в Вифлеем, никакого отношения к рождению Спасителя не имеет. Городок этот расположен в засушливой, холмистой, песчано-каменистой пустыне. Никакой буйной дикой растительности, никакого морского залива или моря поблизости Бейт-Лехема нет и никогда не было. Кто знает географию на уровне средней школы, тот может это подтвердить. Обратимся опять к Евангелию от Матфея, глава 2, стих 13 и 14. «Се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И он встал и взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет». На этот евангельский сюжет
У средневековых художников написано довольно много живописных картин, гравюр и настенных храмовых фресок. И везде вы увидите тот же самый приморский пейзаж с отвесными прибрежными скалистыми горами, поросшими дикой растительностью. Спрашивается, в какой Египет бежало святое семейство от царя Ирода? Где он тогда находился и, самое главное, откуда они бежали? Судя по изображениям, явно не из Палестины на Ближнем Востоке. Возможно, Египтом в те далекие времена называлась какая-нибудь другая страна. Стало быть, истинный Вифлеем не может находиться в безводной песчаной пустыне, а переименование арабского местечка Бейт-Лехем в библейский Вифлеем носило, скорее всего, даже не религиозный, а политический и экономический характер, извлекающий колоссальную прибыль от христианского паломничества и туризма по святым библейским местам. Далее, в Евангелии от Матфея, в 3 главе, стих 13 и 16 читаем: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Обратите внимание на фреску Доминика Гирландая «Крещение Христа». Написана она не современным художником, искренне верившим, что событие это происходило на территории сегодняшней Иордании и Израиля, а средневековым живописцем, который еще не знал, что Спасителя в наши дни благополучно пропишут на Ближнем Востоке, поэтому и рисовал то самое место, в котором происходило на самом деле евангельское событие – крещение Господне. Все тот же приморский пейзаж с отвесными скалами, поросшими дикой растительностью, морской залив или пролив в глубине композиции, ангелы в окружении Бога Отца, не спускающего Дух Святой в образе голубя на Бога Сына, принимающего крещение от Иоанна Предтечи. Правда, место действия почему-то не соответствует тому безликому унылому пейзажу, который выдается сегодня паломникам-христианам за Святую Купель, где был крещен Иисус в Израиле и Иордании. Куда-то девались горы с отвесными прибрежными скалами, поросшими дикой растительностью. Исчезло море с заливом, превратив морское дно в безводную пустыню с грязной, периодически пересыхающей речушкой Эль-Кебире, переименованной позже в Иордан. Возможно, такое незаурядное природное явление случилось когда-то на территории нынешнего Израиля, Иордании и Палестины. Но об этом тогда должны были бы сообщить древние летописи или другие старинные письменные источники. Но таких сообщений нет и никогда не было. Значит, в те далекие библейские времена Ближний Восток был таким же безводным и засушливым, как и сегодня. И вряд ли в этой выжженной солнцем пустыне находилась когда-то дарованная Богом евреям через Моисея земля обетованная. В Библии, Второзаконие, глава 32, по этому поводу говорится так: «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым». Убежав из Египта, многострадальный народ Израиля после долгих скитаний, лишений и мучений получает, наконец, от Господа достойную компенсацию – землю обетованную, по сути, рай на земле. Однако, взглянув на эти святые места в сегодняшнем Израиле, Палестине и Иордании, вряд ли у кого возникнет ассоциация с раем на земле. Но вернемся опять к теме крещения. Нам снова могут возразить, что, мол,
Художники – народ безответственный, писали свои картины не с натуры, а по наитию. И чем живописнее был нарисован пейзаж на их полотнах, тем дороже они их продавали. Возможно, оно и так. Но есть одно немаловажное обстоятельство. Изображения эти были не просто светскими картинами, украшавшими интерьеры дворцов богатых вельмож, а заказными полотнами или настенными фресками, оформлявшими интерьеры старинных христианских церквей и соборов. А церковь, как известно, во все времена не могла себе позволить такую оплошность, как отступление от канонов Святого Писания в достоверном изображении жизни Иисуса Христа. Поэтому на всех средневековых изображениях Крещения Господня присутствует один и тот же пейзаж некой горной приморской страны, где, собственно, и происходило когда-то это известное из Евангелиев событие. Но христиане, паломники и туристы со всего мира до сих пор приезжают на Ближний Восток, чтобы взглянуть на якобы святые места, связанные с жизнью Иисуса Христа. И это уже давно стало доходной статьей для Израиля, Палестины и Иордании, пополняющих свой бюджет за счет доверчивых туристов и паломников. Сегодня официальным местом крещения Иисуса считается Вифания в Бетании, на территории Иордании. Оно расположено недалеко от Мертвого моря. По местному преданию, в Вифании за Иорданом жил Иоанн Креститель. В пересохшем русле реки Эль-Кебире, переименованной в Иордан, недалеко от церкви Иоанна Крестителя и горы святого Илии Вади-Харар, по-арабски Тель-Мар-Ильяс, определено место, где якобы Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Место это сегодня особо почитаемо среди паломников христиан. Оно представляет собой неглубокую ямку-купель, наполненную относительно чистой водой, живописно декорированную привезенными сюда древними камнями, свидетелями, как утверждают местные исследователи, тех легендарных евангельских событий. Окунуться в этой святой купели – великая честь для любого паломника. Однако до сих пор ведутся ожесточенные споры о том, где же на самом деле крестился Иисус. Таких мест на Иордане, Эль-Кебире, сегодня около 5. Но иорданские археологи, раскопавшие каменную купель, утверждают, что 2000 лет назад река Иордан протекала именно здесь. И именно здесь, на этом самом месте, Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Утверждения иорданской стороны были признаны Ватиканом в лице понтифика Иоанна Павла II, который с официальным визитом посетил Вифанию во время церемонии открытия там паломнического центра. До этого официальным местом крещения Иисуса считалась местность напротив Иерихона, на западном берегу реки Иордан, Эль-Кебире. Однако израильтяне сегодня возят туристов и паломников в комплекс Иорданит, сооруженный недавно на берегу благоустроенной водной заводи на израильской стороне. В 1967 году, после шестидневной войны, Иерихон, так же, как и вся Иудея и Самария, перешел под контроль Израиля. В течение длительного времени приграничный Касир-аль-Яхуд, находящийся южнее Твери, на месте истока реки Иордан Эль-Кебире из Галилейского моря, на самом деле озеро Кинерет, оставался закрытой военной зоной. И лишь в 2011 году, после завершения строительства там нового туристического комплекса Иорданит, был открыт свободный доступ к месту крещения на территории Израиля. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тот час увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него.
и глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Эти слова из Евангелия от Марка, написанные на мемориальной стене у входа в Иердонит на разных языках мира, ежедневно встречают сотни тысяч паломников христиан, искренне верящих в то, что именно здесь, на этом самом месте, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. В Иердоните, в уже очищенной и поднятой плотиной водной заводе реки Иордан Эль-Кабире, напоминающей чем-то своеобразный бассейн или пруд, среди тенистых деревьев и живописно разбросанных на берегу валунов и происходит массовое крещение для исцеления души и тела паломников, приезжающих сюда со всего мира. Израильский новодел Иердонит не очень похож на святое место. Он, скорее всего, напоминает развлекательный туристический центр, оборудованный раздевалками и удобными спусками к воде, на поверхности которой безмятежно плавают привезенные сюда утки, цапли и ондатры. А под водой мечется стая огромных, вечно голодных самов, ожидающих хлебную подачку от сердобольных паломников и их детей. Рядом находится кафе и сувенирная лавка, где идет бойкая торговля напитками, бутербродами, иконами и крестами. Там можно также за определенную плату приобрести белые крещенские одежды в неограниченном количестве для себя и для своих друзей на родине в качестве сувенира со Святой Земли. Паломники приезжают сюда со своими пастырями, которые и совершают здесь с ними священное таинство христианского обряда крещения. И хотя это святое местечко больше смахивает на аквапарк культуры и отдыха, арабское королевство все же предъявляет серьезные претензии Израилю, посягнувшему на христианскую святыню. Оно обвиняет еврейское государство в фальсификации, подделке святого места крещения Христа. Хашемитская династия, которая носит почетный титул хранителя исламских святынь Иерусалима, постоянно напоминает израильтянам о том, что именно она сохраняет власть над участком земли на берегу реки Иордан, священным для христиан. Вот образец сегодняшней интерпретации библейского сюжета «Крещение на реке Иордан». С точки зрения современных историков, художник изобразил здесь все правильно. Хотите в этом убедиться? Приезжайте в Израиль или в Иорданию. Однако средневековый флорентийский художник Доменико Гирландайо на Ближний Восток, судя по всему, никогда не ездил. Поэтому и нарисовал картину «Крещение Христа» неправильно, потому что не знал, как выглядела на самом деле река Эль-Кабире, именуемая нынче Иорданом. Да и фотографии этой священной реки, снятые туристами и паломниками на фоне выжженной солнцем бесплодной степи, тоже неправильные. Ведь снимали они не живописную потемкинскую декорацию Иердонит, а реальную речушку с арабским названием Эль-Кабире с грязной водой, в которую даже по гигиеническим соображениям окунаться небезопасно. А вот паломники окунаются, свято веря в то, что никакая зараза к ним не пристанет. Скажите, только откровенно, похожа ли эта мутная канава, именуемая нынче священным Иорданом, на истинный библейский Иордан? На всех средневековых картинах и храмовых фресках, посвященных теме крещения Христа, священный Иордан выглядит совершенно иначе. Даже на старинных иконах крещения Господня, Богоявления, написанных, как известно, в условной, примитивной манере, художники-иконописцы все равно изображали горный пейзаж вокруг священного Иордана, водного потока, зажатого между высокими отвесными скалами.
Вот как описан Иордан в Библии. Откроем книгу Иисуса Навина, глава 3, стих 16 и 17. «Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Выходит, что народ Израиля не смог самостоятельно перейти через библейский Иордан, оказавшийся для него непреодолимой преградой. Поэтому и понадобилось здесь божественное вмешательство. Можно себе представить, какой была широкой, глубокой и полноводной эта легендарная река. А речушка Эль-Кебире, называемая нынче Иорданом, на всем своем протяжении, даже в сезон дождей, разливается в ширину не более чем на 15 метров. Кроме того, от озера Кинерет до Мертвого моря в ней насчитывается 54 брода. Спрашивается, зачем нужно было Иисусу Навину просить Бога о помощи в форсировании этой ничтожной канавы, которую можно было бы без особого труда перейти вброд. А вот еще один любопытный отрывок из Библии. Вторая книга Царств, глава 24, стих 5. «И приготовили для царя переправу через Иордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал на лице свое перед царем». В сегодняшнем варианте Библии текста этого вы уже не найдете. Значит, библейский Иордан действительно был большой судоходной рекой, и понадобилось судно, не лодка, а именно судно, чтобы переправить через него дом царя. Ну и последний фрагмент из Святого Писания. Первая книга Маковейская, глава 3, стих 47-49. «И началось сражение, и простер Иоаннафан руку свою, чтобы поразить Вакхида, но тот уклонился от него назад. И бросился Иоаннафан и бывшие с ним в Иордан, и переплыли на другой берег, а те не перешли за ними Иордан. И пало у Вакхида в тот день до 1000 мужей». Судя по этой средневековой фреске из Сикстинской капеллы в Ватикане, Иордан был действительно мощной преградой для Вакхида, при форсировании которого он потерял 1000 своих воинов. Возможно, в те далекие библейские времена Иордан, как утверждают историки, был глубок и полноводен, и лишь потом, в результате перемены климата, пересох и обмельчал. Однако выдающийся советский ученый Николай Александрович Морозов в своей книге «История человечества в естественно-научном освещении» на основании результатов геологических исследований территории Ближнего Востока пришел к однозначному выводу, что в этом регионе мира никаких масштабных климатических изменений не происходило, по крайней мере, со времен Палеолита. Стало быть, арабская речушка Эль-Кебире, лукаво переименованная в Иордан, меняющая часто русло из-за периодического пересыхания в выжженной солнцем бесплодной пустыне, также выглядела неприглядно и в каменном веке, и поэтому не имеет никакого отношения к тому библейскому Иордану, который находился, по всей вероятности, совершенно в другом географическом месте. Где же нам искать это место? Обратимся опять к первоисточникам, то есть к изображениям, оставленным нам в наследство средневековыми художниками. В те времена, как известно, еще не было фотографий, кино и телевидения. Поэтому единственным визуальным свидетельством исторических событий и мест, где они происходили, являлись произведения художников-живописцев и графиков. Не все из них дошли до наших дней. Многие изображения были попросту уничтожены поздними редакторами как неправильные. Но кое-что все-таки сохранилось.
Вот, например, живописное полотно выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Андреа Мантенья «Моление о чаше в Гефсиманском саду у стен Иерусалима», написанное им в 1455 году по нынешнему условному летоисчислению. Картину эту можно увидеть сейчас в экспозиции Лондонской национальной галереи. Сюжет ее иллюстрирует известный евангельский текст. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там“». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 36. Пока Иисус молил Господа о чаше терпения перед грядущим арестом и распятием, его ученики блаженно спали. Происходило все это в евангельской Гефсимании у стен священного Иерусалима. Обратите внимание на пейзаж. Все та же приморская горная местность с отвесными скалами, совершенно не похожая на холмистую, засушливую, бесплодную пустыню вокруг нынешнего Иерусалима в Израиле на Ближнем Востоке, издревле известным арабам как караван-сарай Эль-Кудс. Эти два совершенно не похожих друг на друга Иерусалима объединяет все же одна общая деталь – каменная стена. Древние города защищались от вражеских набегов мощными крепостными стенами, что мы и видим на старинной картине и в сегодняшнем Иерусалиме. Но на этом сходство, пожалуй, заканчивается. Теперь давайте внимательнее присмотримся к изображению Иерусалима на полотне Андреа Мантенья. Как известно из Библии, Иерусалим на протяжении тысячелетий подвергался многочисленным набегам и разрушениям, что отчетливо видно по неоднократно восстановленным крепостным стенам святого города. Но это еще не самое главное. Обратите внимание на шпили городских башен. Их почему-то венчают полумесяцы. Мусульманские полумесяцы в священном Иерусалиме? Кощунство, подумайте вы. Невежественный маляр чего-то здесь, наверное, напутал. Однако Андреа Мантенья был для своего времени высокообразованным человеком и состоял на должности придворного художника в Ватикане. Он был лично знаком с папой римским Пием II, в гербе которого, между прочим, тоже присутствовали полумесяцы. Поэтому художник-христианин Андреа Мантенья не мог ошибаться, изображая полумесяцы на шпилях башен библейского Иерусалима. Он знал в XV веке то, о чем мы уже давно успели забыть. Или нас об этом заставили забыть? Так где же все-таки на самом деле находился библейский Иерусалим? И почему с ним тесно связан символ османского полумесяца? Давайте обратимся к истокам христианства, точнее, к его древней символике. Вот старинное распятие с изображением Богоматери Марии, плачущей у распятого Христа. Мы видим на ее голове османский полумесяц. Такой же полумесяц мы видим и на другом фрагменте этого распятия. Вообще, изображений Девы Марии, стоящей или сидящей на полумесяце, очень много. Это в первую очередь связано с воспоминаниями о древней триаде ранней христианской символики – звезда, полумесяц и крест. Звезда символизирует Вифлеемскую звезду, предвестницу рождения Христа. Полумесяц – цата, затмение солнца во время распятия. А крест – орудие казни Иисуса. Эта тройная символика пришла к нам из древней Византии, колыбели мирового христианства и православия. В энциклопедии знаков и символов Джона Фолли
Сказано, что еще с раннего Средневековья, то есть задолго до возникновения ислама, полумесяц стал ассоциироваться с Византией, современный Стамбул. Византийцы объявили полумесяц символом Византии. Таким же образом трактует сегодня символику креста и полумесяца и Русская Православная Церковь в своем церковном вестнике. Полумесяц на православном кресте не имеет никакого отношения ни к мусульманской религии, ни к победе над мусульманами. Кресты с изображением цаты, полумесяца, украшали еще древние храмы. Церковь Покрова на Нерли, 1165 год. Дмитриевский собор во Владимире, 1197 год. И другие. Полумесяц с древних времен является государственным знаком Византии. И только после 1453 года, когда Константинополь был взят турками, этот христианский символ стал официальной эмблемой Османской империи. Выходит, что на картине средневекового художника Андреа Монтенья «Моление о чаше в Гефсиманском саду у стен Иерусалима» изображена столица Византии, Константинополь, он же Царьград, он же Евангельский Иерусалим. Еще одним бесспорным подтверждением этого является колонна Юстиниана, которая отчетливо видна на полотне в центре композиции. Многие художники по сохранившимся старинным изображениям пытались реконструировать эту легендарную колонну с конной скульптурой Юстиниана, первого императора Византии. Вы видите, на всех изображениях колонны эти удивительно похожи друг на друга. И уже нет сомнения в том, что город, изображенный на старинном полотне «Моление о чаше в Гефсиманском саду у стен Иерусалима», Иерусалим, Царьград, Константинополь на Босфоре, столица средневековой Византии. Символ полумесяца был связан с Андроником Христом в XII веке по той причине, что с его распятием ассоциировалось происшедшее примерно в это время солнечное затмение. Оно потом было воспринято как лунное затмение, но, как мы показали, речь шла именно о солнечном затмении. Полумесяц был символом затмения. Недаром на многих иконах, изображающих распятие Христа, изображается солнце, луна и полумесяц, когда луна наезжает на солнце. Полумесяц со звездой – знаменитый османский символ. Почему звезда была сопряжена с полумесяцем? По-видимому, по нашей реконструкции, дело в том, что с Рождеством Андроника Христа была связана вспышка Вифлеемской звезды. Именно эта звезда и вошла потом в символику Христа и христианства в целом. Поэтому совершенно естественно, что полумесяц со звездой стал ассоциироваться с Царьградом, с Иерусалимом по нашей реконструкции, то есть тем городом, где какое-то время жил и где был распят император Андроник, он же Христос. Это было в XII веке нашей эры. Оттуда же произошла и развилась более поздняя символика. Все мы видим на наших церквах и храмах символ христианский крест, под которым находится полумесяц. По-видимому, это видоизменение первичного символа полумесяц со звездой крестом. Крест превращался в звезду, звезда в крест, и разные вариации этого символа дошли до нашего времени в символике христианства. Теперь понятно, где находится на самом деле библейский Иерусалим. На берегу пролива Босфор, между Черным и Мраморным морем, среди гор и отвесных скал, поросших буйной дикой растительностью. А Босфор в своем узком месте в районе бухты Золотой Рог и является тем самым Иорданом, водным потоком, зажатым скалистыми берегами, в котором Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Конечно, поверить в это сегодня совсем непросто. Проще верить в миф, который придуман фальсификаторами истории, основанный на политических и финансовых соображениях,
вводящих в заблуждение всю мировую христианскую общественность. Таким изображал священный Иерусалим не только один Андреа Мантенья. На многих средневековых гравюрах и миниатюрах Иерусалим выглядит подобным образом. Гористый приморский пейзаж и полумесяцы на башнях города, окруженного мощной крепостной стеной. А на этих старинных гравюрах Иерусалима купол храма Соломона венчает византийский полумесяц. Официальная история, в том числе и Библия, ни разу не упоминает о полумесяце на куполе иудейской святыни. Возможно, это мусульмане во время своего завоевания осквернили подобным образом легендарный еврейский храм. Вот что по этому поводу говорится в энциклопедии. Здесь царь Давид установил жертвенник, а впоследствии его сын Соломон в 960 году до новой эры воздвиг первый храм, который был разрушен в 586 году до новой эры царем Вавилона Навуходоносором. После завоевания Вавилона персами евреи вернулись из плена и построили второй храм, просуществовавший свыше 400 лет и полностью перестроенный царем Иродом в 34-37 годах до новой эры. Иерусалимский храм, который был одним из самых великолепных сооружений своего времени, стал символом Иерусалима, олицетворением его мощи и величия. Величайшая еврейская святыня была полностью разрушена в 70 году римским императором Титом. Как видите, здесь ни слова не сказано об осквернении мусульманами храма Соломона. Значит, на его куполе был установлен не исламский, а византийский полумесяц, что лишний раз свидетельствует о тождественности Иерусалима и Константинополя. А на этой средневековой гравюре изображен момент въезда в Иерусалим Иисуса на сляте. На въездных воротах святого города тоже изображен византийский полумесяц, такой же, как и на входной арке храма Соломона и на башне, стоящей справа. Ни о каком исламском следе, естественно, здесь речи быть не может, поскольку при жизни Христа такой религии еще и в помине не было. Значит, полумесяцы эти византийские, а святой город, куда въезжает Иисус – Иерусалим, Царьград, Константинополь на Босфоре. Такой же византийский полумесяц, между прочим, можно увидеть на гравюре рогатого Моисея из старинной западноевропейской рукописной Библии и на ризе его брата Аарона из знаменитой Библии Скорины. Риза эта, вместе со всеми храмовыми реликвиями, по свидетельству Святого Писания, была дарована Моисею самим Господом Богом и хранилась вместе со скрижалями в ковчеге Завета. Вот еще одна любопытная гравюра с изображением храма гроба Господня в Иерусалиме. На куполе этого храма все тот же византийский полумесяц. Выходит, что первоначально эта христианская святыня была построена в Иерусалиме, Константинополе на Босфоре. Из официальной истории известно, что древним гербом Византии был двуглавый орел, который впоследствии, после захвата турками Константинополя, стал символом Российской империи. Впервые этот герб появился на Руси в XV веке, когда великий князь московский Иван Васильевич III Великий женился на племяннице последнего византийского императора Константина Палеолога, Софья, Зоя.
Однако историки утверждают вместе с тем, что двуглавый орел одновременно был еще и символом Римской империи. Но в XII веке, как нам известно, символ этот перешел к Византии, и столицей империи уже становится не Рим, а Константинополь. Согласно нашей хронологии, новой хронологии, двуглавый орел – это символ единой империи, у которой было два центра – Москва и Стамбул. И этот символ, он как раз и показывал, что у империи как бы две головы. На этом старинном плане Иерусалима обозначен крестный путь Иисуса Христа, пройденный им от места ареста в Гефсиманском саду до Голгофы. Дом прокуратора Понтия Пилата, куда привели стражники Христа на допрос, обозначен на плане в виде помпезного дворцового сооружения, шпили которого с двух сторон увенчаны государственным гербом Византии – двуглавым орлом. И в этом нет ничего удивительного. Понтий Пилат был государственным служащим Византии, поэтому на его доме должна была присутствовать имперская символика. А поскольку дело, как мы уже понимаем, происходило не в нынешнем Палестино-Израильском Иерусалиме, Эль-Кудсе, а в Иерусалиме, Царьграде, Константинополе на Босфоре, то двуглавые орлы на башнях дворца Пилата вполне соответствуют тому месту, где в действительности жил и проповедовал Иисус Христос. Здесь же, судя по этой миниатюре, его арестовали и привели на допрос к прокуратору Понтию Пилату перед распятием на Голгофе. Кстати, люди в средние века, независимо от положения, которое они занимали, не имели еще фамилий. У них были лишь имена и прозвища, например, Александр Македонский, Дмитрий Донской, Александр Невский, Иван Грозный, Карл Великий и так далее. Поэтому и у Пилата было прозвище – Понтий. А Понтом, как известно, в те времена называлось «Черное море». Значит, в переводе на современный язык Понтий Пилат был попросту Пилатом Черноморским. И прозвище это он получил по месту своей жизнедеятельности. Константинополь, как известно, находился на Босфоре между Черным и Мраморным морем. На этой миниатюре из старинной западноевропейской рукописной книги изображена сцена суда Иисуса Христа перед распятием. Действие происходит в библейском Иерусалиме. Понтий Пилат, как ему и положено, сидит на прокураторском троне под византийским гербом, двуглавым орлом. Все персонажи миниатюры, как и должно быть, одеты в средневековые костюмы, а не в ветхозаветное покрывало. А на этой старинной миниатюре Константинополь удивительно похож на библейский Иерусалим. И если сравнить ее с картиной Андреа Монтенья «Моление о чаше в Гефсиманском саду у стен Иерусалима», то можно найти очень много общего. Тот же горный приморский пейзаж с отвесными скалами, те же мощные крепостные стены, тот же горный поток, пролив Босфор, опоясывающий город. На крепостных стенах, изображенных на миниатюре, отчетливо видна символика Иерусалима, Царьграда, Константинополя. Двуглавый орел под византийской императорской короной и христианский крест на красном фоне, обрамленный 4 полумесяцами. Есть еще одна деталь, связывающая эти два изображения. Колонна с конной скульптурой византийского императора Юстиниана. И на картине, и на миниатюре она хорошо видна и является как бы визитной карточкой средневекового Иерусалима, Царьграда, Константинополя. И на этой известной старинной иконе, написанной в начале XV века Феофаном Греком, рядом с храмом Святой Софии изображена такая же колонна Юстиниана, которая, вероятно, в то время являлась для художника образом Иерусалима Константинополя. В иорданском городе Мадаба, в христианском греческом храме Святого Георгия,
находится напольная мозаичная карта Святой Земли. Создана она была якобы в VI веке, но обнаружена лишь в 1884 году при строительстве этого храма. На одном из сохранившихся фрагментов карты мы видим план города Иерусалима. Первое, что бросается в глаза, это та же колонна Юстиниана, на которой средневековый художник сделал акцент, как на одной из важнейшей архитектурной деталей, имеющей неординарное значение для древнего Иерусалима. Есть ли что-нибудь подобное в сегодняшнем Иерусалиме, Эль-Кудсе, в Израиле? Или какие-нибудь воспоминания об этом монументе в Библии или других летописных материалах? Конечно же, нет. Потому что в арабском местечке Эль-Кудс никогда ничего подобного и в помине не было. Давайте еще раз более внимательно рассмотрим план Иерусалима на старинной мозаичной карте. При всей примитивности и неточности этого условного изображения мы все-таки можем отчетливо увидеть городские постройки с двускатными черепичными крышами. А теперь посмотрите на макет библейского Иерусалима. Найдите здесь эти двускатные крыши, тем более крытые черепицей. Такого материала в то время вообще не существовало. Но дело даже не в этом. И сегодня в городских постройках на Ближнем Востоке не используются покатые крыши, с которых стекает на землю драгоценная дождевая вода, которая здесь воистину на вес золота. Плоские или куполообразные крыши домов устроены таким образом, что вода во время сезона дождей собирается в них и по желобам стекает в специальные резервуары-хранилища. Значит, на мозаичной карте изображен не арабский караван-сарай Эль-Кудс, а город Иерусалим, Царьград, Константинополь на Босфоре, с колонной Юстиниана и двускатными крышами, крытыми черепицей, которая уже появилась в Европе в XII веке. В этой связи любопытна книжная миниатюра Жана Фуке «Иерихонские трубы» из иудейских древностей Иосифа Флавия, написанная в 1460 году. Ее сюжет передает библейскую историю о том, как народ Израиля во главе с Иисусом Навином завоевал город Иерихон. Израильтяне так громко дудели в трубы, что крепостные стены чудесным образом рухнули сами по себе. Но дело даже не в этом. Обратите внимание на двускатные черепичные крыши с печными трубами и деревянные балки шале на фасаде дома слева. Ничего подобного вы не найдете сегодня в Иерихоне на Ближнем Востоке. А пейзаж с Иорданом на фоне города на старинной миниатюре напоминает типичные окрестности европейского Причерноморья в районе реки Дунай. Гораздо позже, уже в XIX веке, художники с точки зрения современных историков стали правильно изображать Иерихон, перенеся его в Палестину, на Ближний Восток. Так где же все-таки на самом деле находился библейский Иерихон? В Азии или в Европе? Давайте рассмотрим еще один фрагмент мозаичной карты Святой Земли. Рядом с Иерусалимом мы видим Галилейское море с рыбацким судном апостола Андрея. Из моря вытекает Иордан, буквально кишащий рыбой. Какое море и река находятся сегодня в окрестностях Иерусалима, Эль-Кудса, в Израиле? Никакого. Но если принять во внимание условность масштаба мозаичной карты, то это могло бы быть Мертвое море, на самом деле соленое озеро с арабским названием Бахр-Лут, и скудная речушка Эль-Кабире, переименованная лукаво в Иордан. Однако в Мертвом море, как известно, рыбы нет и никогда не было. Поэтому первоапостолам Петру и Андрею с их рыбацкими сетями там попросту делать нечего. Но если на мозаичной карте изображен город Иерусалим, Константинополь,
то все становится на свои места. Море с рыбацкими судами апостолов Петра и Андрея – ничто иное, как мраморное море, а река, кишащая рыбой – пролив Босфор. Если внимательно присмотреться к устью реки на мозаичной карте, то можно увидеть там и бухту Золотой Рог, узкое место которой и являлось тем самым библейским Иорданом, в котором Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Посмотрите, как удивительно похож этот фрагмент старинной мозаичной карты на спутниковую фотографию нынешнего Стамбула, бывшего Иерусалима Константинополя. Даже место и направление русла бухты Золотой Рог идеально совпадают. Кстати, о бухте Золотой Рог. На старинных картах и планах Константинополя в устье бухты всегда изображалась железная цепь, которую натягивали специальными приспособлениями, не позволяя таким образом вражеским кораблям подходить к городским причалам. Фрагмент этой цепи можно до сих пор увидеть в экспозиции музея Аскери в нынешнем Стамбуле. И если вспомнить средневековую историю, то благодаря этой непреодолимой для того времени преграды дружинникам русского князя Олега, штурмовавшим Константинополь и повесившим щит на врата Царьграда, пришлось тащить волоком свои корабли по суше, чтобы добраться до города и завоевать его. Потом история с кораблями повторилась при штурме Константинополя турками в 1453 году. Их тоже тащили волоком, перекатывая по суше на колесах. Эту легендарную цепь можно увидеть и на старинных гравюрах, запечатлевших корабли паломников-христиан, прибывших на Святую Землю в Иерусалим, Царьград, Константинополь. А на этой уникальной средневековой гравюре мы видим большой корабль, пришвартованный у стен библейского Иерусалима. Но поскольку к Иерусалиму, Эль-Кудсу, из-за отсутствия там моря пришвартоваться невозможно, значит, на старинной гравюре, как и должно быть, изображен Иерусалим-Константинополь и бухта Золотой Рог. На многих старинных живописных картинах и храмовых настенных фресках на тему распятия Иисуса Христа Евангельская гора Голгофа находится за стенами Иерусалима, на фоне высоких скалистых гор, поросших дикой растительностью, с зеркальной гладью морского залива или пролива, по которому плывут корабли. Сегодняшний израильский Иерусалим с древним арабским названием Эль-Кудс находится на каменистой засушливой возвышенности. Никаких скалистых гор, поросших буйной дикой растительностью, вокруг него нет. Нет и судоходного морского залива, на берегу которого должен стоять библейский Иерусалим. Здесь вообще поблизости нет никакой воды. И никогда ее там не было. Даже овраг у городской стены, именуемый нынче Кедронской долиной, никогда не мог быть руслом библейской реки Кедрон, поскольку реке этой здесь неоткуда взяться. Холм, на котором стоит старый Иерусалим, самая высокая точка в окружающем ландшафте. Кроме того, давно известно, что в средние века все крупные культурные и торговые центры строились на берегу судоходных рек или морей. Самолетов, поездов и автомобилей тогда еще не было. И миллионы паломников должны были добираться до святых мест удобным и безопасным для того времени морским путем.
Поэтому огражденный от грабителей высокой каменной стеной арабский караван-сарай Эль-Кудс, стоявший в пустыне на пути из Египта в Месопотамию и Малую Азию, был всего лишь перевалочным пунктом для караванов верблюдов, навьюченных солью и финиками, и по этой причине в средние века никогда не мог быть культурным и духовным центром мира. И еще один весомый аргумент, подтверждающий невозможность арабского города Эль-Кудс быть в те времена библейским Иерусалимом. Мало того, что паломникам нужно было добираться пешком или на верблюдах от побережья Средиземного моря более 60 километров по каменистому, пустынному бездорожью, что занимало по времени несколько дней. Им нужно было еще что-то есть и пить. Скота в безводных и бесплодных окрестностях Эль-Кудса, кроме верблюдов и ишаков, практически не было. Ему просто там нечем было питаться. Вся скудная растительность после сезона дождей выгорала в течение месяца. Да и пить скотине тоже что-то надо было. А вот вода в этих местах в те времена всегда была на вес золота. Ее не хватало не только для скота, но и для жителей Эль-Кудса, не говоря уже о тысячах паломников, которых, между прочим, нужно было еще и чем-то кормить. В этой связи возникает вопрос: был ли в древнем Иерусалиме Эль-Кудса, расположенном на безводной каменистой горной возвышенности на высоте 840 метров над уровнем моря между морским побережьем и долиной реки Иордан, такой источник пресной воды, который смог бы удовлетворять нужды ежедневно прибывающих туда толп паломников? Историки утверждают, что у подножья холма, на котором стоял древний Иерусалим, Эль-Кудс, когда-то был Гихонский родник, от которого по вырубленному в скале каналу вода самотеком текла в город. Интересно, каким образом мог появиться родник в безводной пустыне на высоте 840 метров над уровнем моря? И куда он сегодня девался? Возможно, этот прорубленный в скале туннель был всего лишь тайным ходом, по которому горожане выходили из осажденного города. Израильские археологи обнаружили на территории старого города следы небольших подземных резервуаров, которые лишь могли удовлетворять нужды в воде семьи тех домов, под которыми они были сооружены. Недавно был найден некий подземный резервуар объемом в 250 кубометров недалеко от предполагаемого местонахождения храма Соломона. Но для чего предназначался этот резервуар, археологи так и не выяснили, поскольку никакого подвода воды к нему ими не было обнаружено. И если это была цистерна для питьевой воды, то заполнять ее можно было, по всей вероятности, лишь глиняными кувшинами вручную. أسد جبار راجع عريني تعالي كحل بدمعك عيني وما بدي على أسر تعاتبي وجعلناكم شعوبا وقبائل أدوناي